Я приветствую вас, друзья! В этом видео будет современный дом с темными деревянными стенами, который находится в Эстонии. Дом имеет свой особый характер и необычную форму. Автор этого проекта Тит. Ранее на канале было видео про модульный мини-дом в Тарту, в котором Тит показывал этот дом. А хозяин этого дома любезно согласился на то, чтобы я сделал видео для моего канала. Дом очень классно выглядит за счет черно-оранжевых фасадов, за счет необычной формы крыши и за счет большой площади остекления в гостиной. Дом еще недавно построен, и на момент видеосъемки ландшафт еще не был закончен. А сейчас на экране вы видите уже фото с благоустроенной территорией. Вообще, со стороны кажется, что это два дома, и я, когда приехал на место, я уточнил у хозяина, точно ли это дом на одну семью, или это сблокированный дом на две семьи. Но нет, это дом именно на одну семью. Дом в плане сделан как бы в форме буквы Г и состоит из двух модулей. Первый модуль — это тамбур, гостиная и кухня, и внутренние габариты этого модуля 5,4 на 8,6 метров. А второй модуль со спальнями имеет внутренние габариты 10,1 на 8,3. Общая площадь помещений 119 метров квадратных. Интерьер дома вы увидите через пару минут. Дом каркасно-панельный, применена стоечная балочная система, дом установлен на монолитную плиту. Был сделан полностью на заводе, то есть каркас, утепление, пароизоляция, ветрозащита, обрешетка, отделка из досок с покраской. Все это было сделано на заводе. Уже готовыми панелями стены и кровля были доставлены на участок и смонтированы. Внутреннее чистовое покрытие пола, стен и потолка делается на месте после сборки дома. По сути, это как модульный дом, но перевозится он не готовыми модулями, а в виде отдельных панелей, так как перевести дом таких размеров на автомобиле довольно трудно. Еще пару слов про экстерьер дома. Покрытие стен сделано из пиленных нестроганных досок с пропиткой и покраской черной краской Тиккурила. Кровля в доме сделана фальцевая. Интересное решение по водостокам. Водосточная система здесь устроена из металлических листов, которые имеют выступ под углом вверх, по которому вода стекает в необходимую точку. И далее вниз вода стекает по металлической цепи и прямиком уходит в ливневую канализацию. У дома есть две террасы, одна с выходом из гостиной и вторая из комнаты отдыха и сауны. А вход в дом имеет навес под общей крышей. Ну а теперь перейдем к интерьеру и помещениям дома. Вход в дом через тамбур, и далее из тамбура мы попадаем в просторное, светлое, объемное помещение кухни и гостиной площадью 40 метров квадратных. Вообще дом называется Тубхаус, а название идет именно из формы гостиной. Она как бы такой трубчатой формы, и высота помещения внутри увеличивается вверх по направлению к окну. И далее за окном крыша уже образует некий навес над террасой. То есть форма дома тянется своим видом вверх к солнцу. За счет этого в дом попадает много света. Идея проекта в том, что большую часть времени люди проводят в столовой, в гостиной, в кухне. И именно эти помещения являются главными. И именно на них надо делать акцент.
Из гостиной через коридор проходим в туалет, техпомещение, 2 спальни, спальню для родителей с отдельной ванной комнатой. И в доме также есть зона сауны с комнатой отдыха. Пример одной из комнат. В этой комнате сделан кабинет. А это зона сауны. Перед сауной комната с душевой кабиной. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Также есть выход на террасу. А вот и сауна. Общий срок возведения дома занял менее чем полгода, причем полгода прошло, начиная от мыслей хозяев о том, что они хотят себе такой дом, до момента, когда туда семья полностью переехала. В доме установлен воздушный теплообменник, поэтому выходящий теплый воздух из помещения нагревает поступающий холодный воздух с улицы. Отопление в доме сделано от теплового насоса типа вода-воздух. Помещения нагреваются за счет системы теплого пола. И дополнительно в гостиной еще камин установлен. Особенностью этой модели домов является то, что их можно как угодно конфигурировать. Есть конфигуратор на сайте, где дом собирается из необходимых модулей. На первой странице мы видим, что базовая стоимость дома составляет 72 700 евро. В этом варианте есть холл, кухня, гостиная, 2 спальни, кабинет и ванная. Если вам этого мало, то можно сделать второй этаж. Стоимость сразу же просчитывается и увеличивается. Также можете добавить спальню для родителей, так называемый master bedroom. Еще можно добавить гараж. В общем, очень удобный инструмент. Рекомендую попробовать. Друзья, если это видео вам было интересным, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк и напишите в комментариях ваше мнение по этому дому. Спасибо за внимание. Пока!